Здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о человеке. Метод восстановления организма человека душой Бога. В данном методе я рассматриваю прежде всего возможность человека рассмотреть унифицированный принцип действия Бога по отношению к человеку. То есть для человека прежде всего необходимо увидеть, что Бог по отношению к нему создает равные условия для того, чтобы человек мог быть здоров не только, например, в момент рождения, но и во все следующее время жизни, при этом рассматривая жизнь как бесконечную величину. В данном случае, по отношению, например, к элементам бесконечности, Бог дает человеку постоянно равные возможности для здоровья. Ведь для Бога человек, родившийся, и человек, например, проживший 100 лет или больше, это, в общем-то, одна величина с точки зрения всех связей в реальности. Поэтому вот этот унифицированный принцип отношения человека к Богу с точки зрения вечного развития и обратно же Бога к человеку говорит о том, что человек всегда способен научиться восстановить систему, в общем-то, управления, можно так сказать, по отношению к своим будущим событиям. Для этого человеку всего лишь навсего нужно вспомнить, как Бог, то есть его конкретно душа Бога, создавала его физическое тело. А это воспоминание находится еще до уровня рождения человека, то есть до уровня, когда человек впервые, например, предположим, был зачат в виде зародыша. В данном случае речь идет о том, что есть возможность так называемой прошлой памяти человека, где человек может рассмотреть структуру мышления своих родителей, то есть как родители взаимодействовали, например, с внешней средой. И вот здесь наступает принципиальный момент в этой технологии, потому что если мы рассматриваем эту позицию, то получается, что родители, которые находились в определенном фиксированном времени и были здоровы, несут информацию здоровья, счастья и нормы даже в том случае, если, например, они еще не зачали ребенка. И получается, что вот этот резервуар энергии, так можно сказать, посланный Богом для будущего человека, находится в пространстве, которое не зависит от человека и не зависит от внешних условий. То есть в данном случае это пространство находится, в общем-то, как бесконечное пространство, пространство души Бога. Когда человек начинает эту душу рассматривать, видеть, он вполне видит, каким образом можно данный, в общем-то, резервуар энергии, если так можно сказать, на самом деле это вечный источник жизни, по сути, каким образом можно восстановиться. Для этого надо просто-навсего мысленно себя поместить как унифицированный именно уровень реальности, так скажем, как личность, которая имеет возможность жить вечно, поместить себя в эту среду. Тогда получается, что вы имеете определенное взаимодействие с душой Бога, где взаимодействие – это есть вопрос, в общем-то, вашего личного отношения к Богу, когда Бог, дающий изначально жизнь, существует в виде бесконечной вашей жизни. Как только вы это осознаете, вы вполне можете срегенерироваться, то есть восстановиться до уровня, например, совершенно полного в плане, например, восстановления здоровья. При этом для Бога время восстановления, например, одной клетки человека или вообще восстановления человека полностью, предположим, воскрешение, это, в общем-то, одно и то же время. Также действует унифицированный принцип действия, личностного действия Создателя. Когда вы осознаете личность Создателя, где Бог, создающий именно свою душу, показывает вам, как Он это делает, вы приходите к тому, что вы можете это делать самостоятельно, то есть можете самостоятельно регенерировать, можете самостоятельно восстанавливать, например, не только одну какую-то конкретную клетку, предположим, не только можете восстанавливать, предположим, орган, но в принципе в данном случае речь идет о том, что вы можете восстановить человека, например, сделать воскрешение, например, сделать управление по бесконечному развитию человека, по спасению цивилизации и так далее. Ибо в душе Бога, где Бог показывает структуру своей души, вот здесь, кстати, есть очень значимая величина по отношению к человеку. Бог может показать, как Он развивает свою собственную душу. В тот момент, когда мы говорим, например, об отличии человека
он создан по образу и подобию Божьему, но в данном случае мы рассматриваем отличие. В чем есть отличие? Бог, создавший душу человека, Он ее создал, но человек может видеть, как Бог создает свою душу, ибо Бог все создает. И получается, что Он создает и пространство своей души, то есть пространство, где душа Бога восстанавливает человека. А это пространство вечности, это пространство действия Бога. Следовательно, это пространство, где Бог мыслит точно так же, как человек. Тогда получается, что за счет структуры своего сознания вполне можно достичь совершенно полных элементов восстановления, просто потому, что мы можем выделять, например, именно параметр действия души Бога. Ну, предположим, если мы рассмотрим какую-то экстремальную ситуацию, когда человек в экстремальной ситуации выделяет, например, такие позиции, как структуру света. То есть он не успевает сосредоточиться на том, как он будет действовать, предположим, дальше, но он видит некий свет. Как правило, это угловатый свет. То есть сфероидальные, такие как бы пологие объекты света восприятия, это уже более спокойный ритм управления от человека исходящий, а жесткие первичные структуры – это есть проявление души Бога. И когда человек в экстремальной ситуации стремится к таким жестким, как бы ритмичным системам света, ритмичным, то есть изменяющимся в сторону бесконечности, он выживает. И вот, например, выжившие люди, которые видели этот как бы жесткий, угловатый, ну, в виде как бы некой галочки, свет, галочка, то есть идти сюда, они выходили из экстремальных ситуаций, потому что они видели, как организовывается душа Бога, они шли дальше, но Бог, дающий такой путь, Он дает и путь воскрешения, Он дает и путь вечной жизни уже как бы в пролонгированных объектах, там, где душа Бога создает объект реальности. Но ведь по времени душа Бога, которая создала объект реальности, например, в будущем, она практически создала и в начальный момент организации, то есть там, где есть эти так называемые угловатые, то есть жесткие системы света в оптическом восприятии, и также уже в реализованном виде, то есть Бог везде создает одинаково. Следовательно, для человека, когда мы рассматриваем физическое тело человека, возможность регенерации, она совершенно также одинакова, потому что когда мы рассматриваем реакцию, предположим, человека на какой-то внешний элемент управления, то мы видим, что человек действует подобно развивающей структуре, именно той структуре, которая соответствует душе Бога. Когда мы видим данную позицию как закону, и, в общем-то, унифицированный закон развития физического тела человека, то здесь можно вполне уверенно рассмотреть процесс восстановления физического тела человека за счет собственных как бы, внутренних возможностей самого физического тела, именно того тела, которое познало, как создается душа Бога. И когда вы это видите, вы можете по аналогии создать свое физическое тело. То есть физическое тело может быть создано по аналогии той, по какой создается душа Бога по отношению к человеку, и когда мы рассматриваем этот процесс как бы вкупе, то есть, ну, не, может быть, не детализируясь даже, например, в те структуры, вот, каким образом тело дальше развивается, а вообще ставим задачу просто вот создать, посмотреть какой-то орган, и при этом, если нужно, там, создать клетку, создать конкретный орган, тот, который мы, например, предварительно просмотрели. Тогда здесь возникает очень простое понятие одухотворенности органа. То есть, например, мы можем рассмотреть внутренние органы человека через, например, позицию так называемого сердечного свечения. То есть, если вот ту часть лекции, которую сейчас я сказал, прослушать и выйти на понятие свечения от сердца, то свечением сердца просто-навсего задать себе вопрос, как светит сердце, и взять его как бы мысленно засветить. И вот этот свет сердца, идущий по отношению к органу другого человека, это и есть свет, озаряющий путь и того органа, и, в общем-то, самого человека, который как бы диагностирует, да, одновременно строит другого человека. То есть в силах человека сделать управление по восстановлению, например, какого-то конкретного органа другого человека. И здесь, когда мы этот орган видим, мы можем вполне увидеть как бы некое свечение, ну, похожее на пар, скажем, вот в оптике восприятия, возле органа другого человека. И это свечение, это смешение элементов управления, фактически духа Бога, души Бога, сознания человека, и при этом информацию о физическом теле как человека действующего, так и человека, на которого действует вот это вот живительное управление. То есть
тот, кто его спасает, он находится в этой системе управления, ну, как бы в виде информации находится его сегмент сознания. И когда мы начинаем дальше понимать эту конструкцию, надо понимать именно глубинную конструкцию реакции человека на внешнюю реальность и на, в общем-то, того человека, кто его восстанавливает. То есть надо понимать, как другой человек реагирует на вас. Вот когда вы восстанавливаете кого-то или даже себя, надо понять вообще, как ваш организм реагирует на то, что вы восстанавливаете свой организм. Возможно, вы чем-то заняты. Предположим, вы смотрите телевизор, а одновременно восстанавливаете себя. Вот тогда ваше физическое тело, оно вообще ориентировано ли на то, чтобы получить восстановительный импульс? Или, может быть, вы продолжаете смотреть телевизор и как бы между делом себя восстанавливать? То есть здесь надо очень четко определиться с внешней реакцией, что ли, да, в общем-то, другого человека по отношению к вам. Также делает и душа Бога по отношению к физическому телу единого Бога. То есть душа сначала определяет положение физического тела и рассматривает его направленность. Предположим, там Бог пьет воду или идет где-то, но он же в этот момент не может находиться, получается, там в двух местах. Да? Физическое тело единого Бога, оно тоже одно, так же, как и у человека. Получается, что вот определение параметров – это есть место расположения. Первый критерий – это место расположения. Если вы зафиксировали место расположения, то любое отношение тела по отношению к себе все равно оно таково, что вы можете себя восстановить. То есть достаточно осознать свою структуру тела, хоть в сегменте даже в одном, и всегда себя можно восстановить. Почему, например, в жестких каких-то ситуациях, когда экстремальные ситуации, некие там схватки, возможно, боевые действия, человек часто видит, что сегменты тела, как бы они несколько выпукло в некоторых ситуациях рассматриваются в момент этого критического действия. То есть, предположим, там рука, как через увеличительное стекло становится видно, там кусочки кожи увеличиваются, потому что в данном случае идет увеличение места присутствия. Чем больше мы фиксируем место присутствия тела в конкретной точке, тем мы создаем больше резервных возможностей для того, чтобы тело физически было здорово и восстанавливалось в реальном времени. Ведь, по сути, за счет сознания человек может сделать действие, но сначала обязательно восстановит себя в структуре управления, ибо он есть источник управления. То есть человек всегда где-то себя восстанавливает. Поэтому вы, естественно, можете смотреть телевизор, можете заниматься чем угодно, но если вы нашли точку управления, которая характеризует возможность восстановления вас, то есть вы можете себя восстановить самостоятельно, то вполне вы можете, только лишь акцентируя внимание на данной точке и приводя ее, например, к сердечному свечению, как бы медленно приводя, вы можете всегда быть здоровы, даже если вы занимаетесь, в принципе, чем угодно. Как, например, физическое тело единого Бога может осуществлять все внешнее управление, находясь, по сути, в общем-то, да, в одном уровне реакции. То есть Бог также может выделять в реакции что-то одно, в своей собственной реакции. Тогда получается, что мы вполне можем действовать аналогично и, выделяя какой-то фрагмент, уметь как бы зарезервировать свои функции за счет внешнего управления фактически, то есть выделить точку постоянного восстановления. Так вот, вот эта точка, она и есть структурирование душой Бога вашего физического тела. То есть Бог постоянно создает как бы следующую структуру событийную и клеточную. Ведь для Бога, в принципе-то, без разницы, что человек живет в здоровом состоянии, что он находится, например, в состоянии болезненном, в плане именно, я имею в виду универсально, с точки зрения того, что это состояние он как бы содержит, да, в пространстве управления. Получается, для него выйти на параметры здорового организма – это практически то же самое, что человека как бы нормировать, в общем-то, в текущем действии. То есть вот душа Бога такова, что она постоянно равнозначно относится к человеку. И здесь получается, что вопрос только в личной воле человека, всего лишь навсего. То есть если он хочет, например, восстановиться, тогда он реагирует на данную систему управления, и получается, что данная система управления, она такова, что ваше желание – это есть то, что вы как личность выражаете именно в процессе, например, управления идущего от Бога в виде, например, какой-то конкретной личности. То есть, если вы, предположим, имеете управление, идущее по отношению к вам, то это управление всегда идущее, в первую очередь, от Бога. То есть надо рассмотреть в структуре вещей обязательно структуру действия Бога. Например, когда вы рассматриваете взаимодействие вашей души или вашего физического тела
и души Бога, вы вполне можете рассмотреть, где присутствует Бог в вашем действии. То есть в чем задача Бога и в чем ваша задача. Если вы делаете неправильно, вы все равно же видите, где присутствует Бог. Если вы делаете правильно, то вы понимаете, что вы делаете правильно. То есть разница в том, что вы понимаете, когда вы действуете правильно. Если вы действуете неправильно, значит понимание может быть неполным. Или, например, его может не быть как-то, в общем-то, такового в плане, что ли, целевого или пролонгированного решения задачи. Хотя может быть понимание там какое-то временное, да, на участке развития человека. Поэтому получается, что когда вы ставите задачу понимания Бога, вот что Он хочет в данный момент от вас, и тогда ваше физическое тело начинает структурироваться так же, как и душа Бога, а душа Бога, она же вечна. Получается, что структурирование, то есть определение фазы событий, система самоконтроля и так далее, это есть структуры, присущие вашему физическому телу. То есть если душа Бога, значит, при структуре самосоздания контролирует свое физическое тело, то получается, что физическое тело человека по аналогии может также контролировать себя. Тогда давайте найдем просто органы контроля, то есть чем физическое тело как бы контролирует просто себя, то есть какие органы за это отвечают и каким образом можно, например, концентрируясь, да, заранее на каких-то системах, выводить управление до уровня там, полного самоконтроля. Например, у меня в практике там, подготовки пилотов, особенно для экстремальных ситуаций, есть упражнения, где пилоты изначально концентрируются на каких-то, предположим, органах, чтобы в полете, например, не тратить время. И затем данные органы начинают как бы фонить, светить и восстанавливают пилота, регенерирует его ткань даже в жестких там, экстремальных ситуациях. В принципе, эта практика, она может быть перенесена на обычные ситуации. Разница только в том, что если нет экстремальных там систем, то есть, предположим, человек не находится в самолете или уже он находится в спокойной ситуации, то здесь принцип управления всего лишь навсего переносится на то, что пролонгированная форма управления, так называемая спокойная форма управления, она такова, что на человеке стоит задача, в принципе, так же, как и на пилоте, задача спасти от, например, возможного глобального уничтожения. Поэтому в моем учении о человеке, именно в методе восстановления человека душой Бога, я рассматриваю процесс передачи знаний как процесс осознанного уровня управления, где всеобщее спасение – это есть уровень управления. Вот здесь надо именно детализировать здесь информацию до уровня такого понимания. Я ввожу здесь впервые те данные, что это есть уровень управления, который избрал сам человек, чтобы повысить технологичность своего управления. Он ставит перед собой задачу спасения всех, то есть макроспасения. Получается, что он моментально выходит, в общем-то, в систему достаточно часто и экстремального управления. Например, чтобы не взорвалась атомная электростанция, например, Курская АЭС и так далее. И когда вы хотите спасти Курскую АЭС, даже находясь в покое, вы находитесь в уровне как бы централизованного свечения, идущего от того, что душа Бога максимально решает здесь свои задачи. И физическое тело Бога, естественно, не может быть уничтожено, например, взрывом, да, на АЭС. Тогда получается, что если мы рассматриваем вообще другой процесс какой-то, да, предположим, значит, плотина не разрушается, и человек спасается. Тогда, чтобы плотина не разрушилась, человек просто-навсего должен быть очень близок мысленно, да, к плотине, настолько близок, что его мысль, в общем-то, должна быть практически объединена с самой плотиной, и это и есть сама плотина. То есть мысль неразрушима, и плотина неразрушима. То есть в данном случае то же самое мы имеем и по отношению к телу. Если человек имеет жесткие фиксированные мысли, что его тело неразрушимо, тогда, получается, оно действительно неразрушимо. И когда мы формируем такую систему управления, идущую от человека по отношению, например, к вам, то есть имеется в виду от человека вообще, то мы видим, что человек такой, да, он прежде всего создает структуру своих собственных событий более положительным образом, потому что если он это знает, то получается, что он, естественно, как бы более сосредоточен на уровне, что ли, выполнения своих задач, и он резервирует это для того, чтобы, в общем-то, эти задачи выполнить. То есть он резервирует это состояние. Он дает состояние вам, например, да, вечность, и одновременно у него увеличивается собственный ресурс, потому что человек, который осваивает технологии вечности, он, естественно, может гораздо больше. Он тогда гораздо больше может, в принципе, делать управление, значит, от уровня, например,
ваших задач, и в том числе данное управление, оно направлено на то, что если, предположим, вы делаете управление, идущее от вас, то другой человек может вполне делать управление, идущее к вам. Тогда получается, что ваше резервирование ситуации заключается в том, что чем больше другой человек сможет, тем вы, например, больше сможете в личном управлении достичь. То же самое делает и Бог своим, например, собственным присутствием в структуре решения своих личных задач. Например, задавшись просто вопросом, зачем Богу нужно было создавать ту реальность, где есть вечное развитие человека. Но мы можем рассмотреть этот, в общем-то, вопрос как вопрос рождения человека, именно такого, который может развиваться вечно по аналогии с тем, как развивается Бог. То есть здесь вопрос рождения, что человек родился сам, а Бог его создал для того, чтобы его задачи были решены в том же контексте. То есть больше давая человеку, Бог больше решает своих собственных задач. Получается, что мы видим здесь, в общем-то, соразвитие божественного, например, умысла по отношению к человеку и развитие человеческого умысла по отношению к Богу. Умысла в понятии, значит, ума и мысли, то есть ум, развивающийся в плане мышления, когда ваш ум дает вам, например, развитие по факту восстановления. Таким образом, мы можем вполне выделить какие-то конкретные органы в управлении. Например, сейчас я, когда об этом говорил, я на управлении показывал, какие есть органы у человека, которые способны, например, срегенерировать, например, ближайший, или какой-то другой орган. То есть в данном случае я могу совершенно конкретно сказать, что мы имеем дело с ситуацией, что у каждого человека есть в организме некий часто перемещающийся уровень в его личной ткани, где он с этого уровня может себя восстановить. Поэтому я, в общем-то, специально не зафиксировал какой-то один орган, а больше давал через структуру управления в понятийном варианте. Но можно зафиксировать конкретный орган. Например, вывести ладонь правой руки в пространство, предположим, управления от структуры души Бога, и за счет данного свечения получать, предположим, восстановление любой ткани организма, причем своего организма или, вообще говоря, любого другого организма, вплоть до растения. Это можно сделать, но когда вы, предположим, это делаете, надо иметь в виду, что мир меняется практически каждое мгновение, и Бог, который создал мир, дает возможность вам понять внутреннюю структуру данного действия. Когда вы это понимаете, вам не обязательно именно фиксироваться на конкретно правой руке. То есть это можно сделать для того, чтобы восстановиться, действительно можно, но реальное действие управления – это здоровье в спокойном состоянии. Вот, например, чем отличается, например, экстремальное какое-то состояние человека от неэкстремального в плане действия от Бога. Бог дает каждому по равному уровню, на самом деле, ситуационному даже. Получается, что отличие только в том, что личность выбирает данный путь, и Бог дает данный путь. А здесь есть выбор личности. Если вы выбираете структуру также локальных, в общем-то, чисто физиологически, я уже показываю, что эти процессы, они достаточно сопоставимы. Если вы показываете, что выбираете структуру руки и восстанавливаетесь, дай Бог, это так и будет. То есть вы будете восстанавливаться через структуру руки. Но когда вы находите глубинный смысл, например, вы входите разумом, структуру разума в ладонь и находите всю структуру свечения организма, вы понимаете, что ваш разум настолько развит, что вы можете это делать в спокойном состоянии или в экстремальном. Лучше экстремальных было бы не допускать, конечно, но тем не менее в любом состоянии вы можете срегенерироваться. И, например, в интенсивных системах управления, когда есть экстремальные системы, их надо преодолевать, система самовосстановления – это много резервирования каждого органа по отношению к каждому. То есть для того, чтобы, например, скажем так, пройти ситуацию в случае гриппа, и не заболеть гриппом, или же выйти из поля сражений и, например, не быть пораженным, здесь вроде бы несопоставимая ситуация, но организм реагирует всегда одинаково на структуру выживаемости конкретного человека. И когда вы эту линию однотипности выработаете по отношению к спокойному состоянию, то есть начнете идти по ней, не утруждаясь даже в спокойном состоянии, значит, вы не заболеете. Более того, с вами не произойдет каких-то отрицательных событий.
Так это и есть фактически структура души Бога, где человек имеет нормальный уровень жизни. То есть достаточно, получается, войти в эту структуру, и вы имеете норму здоровья и норму событий. Вопрос только в том, что когда вы уже имеете какие-то конкретные выраженные заболевания, то восстановление – это есть процесс переведения в норму, в общем-то, часто последовательного уровня какого-то заболевания, то есть, например, там, постепенное выздоровление. Но есть еще и элементы, когда вы можете перевестись в структуру здоровья практически сразу. А тогда получается, что это есть ваше, в общем-то, личное, что вы выражаете по отношению к себе, к своему действию. Например, чтобы воскресить человека, можно воскресить сразу, а можно, например, воскресить, но встретиться уже гораздо позже. То есть здесь ситуация связана больше всего с вашим личным отношением. И известно еще от Иисуса, что так как все будут воскрешены, значит действие исходит больше всего от уровня приемлемости этих элементов управления по отношению, в общем-то, ко всем. То есть вы можете делать управление, то есть поступать, как вы хотите, можете, в общем-то, самостоятельно обучаться или там кого-то не обучать, но когда вы дальше будете прогрессировать в плане управления, то вы вполне однозначно увидите, что ваша система управления, она такова, что чем больше знают окружающие люди, чем больше вы их учите, тем больше можете реально вы делать. То есть здесь система именно того, что каждый должен знать, что делать в конкретной ситуации. Когда вы это понимаете, то здесь, в общем-то, достаточно четко работает такой принцип, что, вот, ну, например, если есть некое боевое действие, ну, возможно, в информации, да, и есть несколько там человек или там много людей, которые выполняют одну и ту же задачу, то вот именно централизация как бы управления связана с тем, что человек должен выжить и выполнить задачу, это есть как бы система понимания все-таки вещей, как бы реакция внешнего мира, где вы вполне можете сделать управление, идущее от себя, и выявить структуру в любом объекте, что другой объект управляем. Тогда вас не застигает, например, какая-то проблема, там, связанная с состоянием здоровья или управление какое-то, направленное на ухудшение ситуации. Поэтому, когда я говорю, вот, например, о технологиях, которые позволяют, например, сделать управление, вы по возможности посмотрите, в чем разница технологий. Ведь принципы могут быть одни, а технологический подход он может быть совершенно разный. То есть методы могут отличаться, в общем-то, радикальным образом, потому что, когда мы говорим о действии Бога, то прежде всего мы рассматриваем его действие мгновенное и полное. И вот свет его действия, да, свет Бога, он может быть совершенно различным. То есть он может быть непредсказуем, он может отличаться разными характеристиками. Также и человек. Физическое тело человека, устроенное по аналогии, в том числе по подобию структуры души Бога, может быть в разных состояниях, да? Разный чувственный уровень, разный событийный уровень, то есть свет тела человека, свет его действий, свет его событий может быть совершенно непредсказуем с точки зрения как бы, да, внешнего контроля, и в том числе это есть принцип свободы воли человека. Так вот, в условиях, когда мы имеем как бы некую такую непредсказуемость, да, ситуации, ну, в логическом больше понимании, то здесь возникает необходимость ввести дополнительные системы контроля, которые относятся, в общем-то, к системе, по сути, управляемого духовного видения, или там ясного видения, или яснознания. Не суть важно, как это можно назвать, главное, что вы должны понимать, что в следующий момент происходит с вами, там, да, с человечеством, с цивилизацией или вообще в мире, например. По сути, что происходит в следующем движении, что есть следующее движение. Когда вот я ввожу опять слово «понимание», то получается, что мы имеем в виду, что мы понимаем Бога. Мы хотим понять и знать, что Он хочет от нас в следующий раз. Но вопрос от нас, он не совсем, в общем-то, широко получается поставлен, как будто бы есть некое требование, да, и как будто бы есть обязательность выполнения. На самом деле, как таковое требование не выражается. Это личный мотив и личная воля человека. И вот желание содействовать, это желание помочь всем людям, желание уметь осознать реальность положения, например, там, цивилизации, мира, что возможно, да, что существует сейчас угроза, например, глобального уничтожения, как сделать так, чтобы она не существовала и так далее. Когда вы начинаете, например, управление, идущее от вас в сторону реализации ваших задач, то вы видите, что выделенный, например, сегмент управления по саморегенерации, ну, предположим, вы взяли
и активировали управлением, там, ладонь, пусть, например, левой руки человека. И этот так называемый, в общем-то, абстрактный человек, мы же говорим опять о левой руке все-таки человека вообще, не конкретно, может быть, ваш. И когда вы знаете, что левая рука человека восстанавливает, предположим, там, правое легкое, это действительно так, в экстремальном управлении, если, например, сосредоточиться на ладони левой руки, то вполне можно быстро восстановить, например, там, правое легкое. То есть здесь есть конкретные фазы, они связаны с тем, что если человек, предположим, работает, ну, как бы в экстремальной ситуации, видя себя вообще, ведь я в том числе сегодня показал, что можно рассмотреть орган как свой, так и другого человека. Я дал технологию смотреть на орган, а смотреть значит восстанавливать. Например, там, свечением сердца. Технология, в общем-то, проста, достаточно. То можно вполне четко увидеть, каким образом восстановить весь свой организм, увидеть по одному удавшемуся или одному осуществившемуся факту реализации, потому что понятие удавшемуся – это понятие такое, что как только вы это видите, это вам удается. Управление заключается в том, что оптически выраженная система – это есть то, что вы сделали, и вы можете в реальном времени контролировать процесс управления. Поэтому, когда вы начинаете, например, действовать по управлению от себя, то вы вполне можете восстановить, предположим, сделать управление по залу, сделать восстановление там, людей, сидящих в зале, всего лишь навсего личным желанием и выделением сегмента своего тела, именно того, из которого исходит восстановление там, сидящих в зале. То есть это, в общем-то, действие элементарно, надо только найти свечение. Да? А свечение в логике, оно следующее. Если вы смогли восстановить, например, правое легкое за счет свечения, просто мысленного придания свечения ладони левой руки, то идущее от правого легкого свечения, это есть то, что восстанавливает зал. То есть следственная система. Вы научили себя, как бы, да? Другие-то тоже могут научиться. Какие проблемы? То есть вы, получается, что научили себя восстанавливать, следовательно, вы сможете передать опыт, но вы же научили себя восстанавливать как бы в замкнутой системе. Взяли собственный какой-то орган и себя восстановили. Так же и Бог. Он, имея, например, да, одно физическое тело, может восстановить всех и при этом дать технологию всем, руководствуясь только тем, что принцип обучения, он передаваем. Тогда получается, что для того, чтобы, например, восстановить ткань последовательно, можно вполне выделить как бы, ряд конкретных органов и систем. При этом я здесь не буду описывать именно, в общем-то, последовательно, как это делается, потому что технология должна быть постигнута на уровне духа, то есть дух должен познать и находиться в том состоянии, что он регенерирует, да, тело, в общем-то, и окружающих, например, людей. При этом можно вполне понять, как это делает ваш дух, как делает это ваша душа, и как это самое главное в плане именно учения о человеке. Если мы рассматриваем раздел, предположим, физическое тело человека, как физическое тело реагирует на данную систему. Когда мы рассматриваем данный процесс, то можно также последовательно рассмотреть следующие, например, системы управления. Выделим, например, там, мизинец правой руки и будем считать, что мизинец правой руки – это есть восстановительный уровень человека, предложим сверху вниз. Да? Но если мы выделяем там мизинец левой руки, мы можем вполне выделить какой-то конкретный сегмент восстановления. То есть можем сказать, что человек восстанавливается где-то локально, не обязательно там снизу вверх. Вот обратите внимание, я специально показал, что линейных процессов, как правило, здесь нет. Линейных процессов. То есть нужно постоянно рассматривать, каким образом происходит ваша реакция на всю окружающую структуру мира. И когда вы этот процесс, например, прослеживаете, то вы видите, что восстановление именно вас – это есть процесс, идущий от первичной точки опоры. Вот чтобы познать, как дух ваш, как душа Бога вместе, да, с вашим духом вас восстанавливает, необходимо понять движение восстановительного уровня. То есть важнее понять структуру действия души Бога, нежели там, изучить, там, например, очень много технологий, которые вполне могут они, например, быть эффективными, и может быть так, что достаточно там, части технологий для решения ваших проблем, но мир меняется, и восстановление, например, ну, не только вас, но там, внешней среды, управление внешней ситуацией, это есть система все равно вашего личного уровня, ваша личная задача.
Человек проходит мимо плотины или возле АЭС, и его личная задача, чтобы эта плотина там не разрушилась, АЭС не взорвалась. Это личная задача человека. И когда человек, например, хочет сделать управление, чтобы такого не произошло, но есть, например, элементарное действие, взять, развить систему диагностическую, продиагностировать, позвонить, например, там, персоналу и сказать, что вот есть какие-то проблемы, и, например, они дефект могут снять. Если это как бы будет по времени, да, это действие осуществлено. Часто может быть так, что персонал не среагирует, или у вас нет договора с АЭС, и вас не послушают, предположим. А тогда возникает вопрос личного управления. Личность в любом случае должна быть сохранена, личность должна жить, и причем вечно. Так же, как физическое тело единого Бога, личность человека должна уметь преодолевать систему как бы внешнего некого воздействия. Да? Это все-таки получается воздействие среды по отношению к личности, некое там неблагоприятное воздействие, если мы рассматриваем. Тогда получается, что такой уровень управления – это есть прежде всего выбор личности в каждый момент. И тогда мы вполне можем найти определяющую, как бы ориентирующую систему управления по отношению к личности. То есть в какой-то момент Бог и личность человека, ну, например, там, душа человека, выраженная как структура личности, значит, обсуждали процесс управления, связанный, например, да, с взаимным присутствием. Ведь Бог дает свободу воли, значит, свободу выражения воли. И в этот момент были построены системы внешней реальности. Например, там, опять же, плотина с неким возможным будущим дефектом, некая АЭС, которую нужно отремонтировать заранее, да, чтобы блок какой-то не взорвался, или самолет, который не должен упасть и так далее, или хотя бы состояние здоровья, которое нужно восстановить, или лучше вообще не болеть. Тогда получается, что здесь есть возможность переговорного процесса. Вот как только человек на уровне диагностики, в общем-то, мысли формы, так сказать, входит в структуру переговорных систем, переговорных процессов, он начинает влиять как бы в уровне логического, гармоничного действия. Система именно переговорного типа, система мышления, когда человек, например, может мыслить и передавать мысль на расстояние или передавать структуру мышления там, в любое другое место, свою собственную позитивную структуру, созидательную, то здесь есть возможность влияния на внешние процессы, в общем-то, прямым образом. Не обязательно там, звонить по телефону или, предположим, как-то вмешиваться в социальный порядок вещей. И вот этот вариант влияния, такой же, как от Бога исходящий, и действующий только там, где это возможно в плане гармонии. То есть почему, например, нет влияния на общесоциальные процессы, да? Человек выбирает сам, например, там, правительство и так далее. Потому что вопрос управления в данном случае опять выражен в свободе воли. Человек когда-то, как личность, значит, зафиксировал эту ситуацию где-то в структуре своего развития. И конкретно АЭС и конкретная ситуация – это есть личное развитие человека, его личность. Он где-то это имел уже. И вот достаточно выйти на собственную структуру управления, то есть познать свой уровень реальности, постараться понять, когда человек сам заложил перед собой эти задачи и вообще что он заложил в качестве преодоления задач. Перед вами открывается достаточно мощный, практически абсолютный диагностический уровень управления, который позволяет, во-первых, выделить структуру, значит, месторасположения этих, в общем-то, уровней решения ваших задач. То есть вы вполне можете увидеть, каким образом ваши задачи должны быть решены с точки зрения того, что вы знаете, что вы сами поставили задачи, знаете, когда перед собой данные задачи поставили. То есть фактически вы обращаетесь к своей собственной душе, где душа определяет путь вашего физического тела, ваша душа. То есть в отличие от того, что, например, душа Бога может восстанавливать ваше тело, и когда вы понимаете, как работает душа Бога, вы можете это делать, да, самостоятельно, за счет сознания, просто аналогичной оптикой, просто-навсего, то, что я сказал. А когда вы видите свой собственный путь, то получается, что вы, как личность, выражены в том, что душа, как бы, получается, коррелирует с душой Бога, ваша душа коррелирует в плане, значит, того, что пересечение именно души Бога и души вашей, например, в структуре физического тела, это процесс часто несистемный. То есть ваша душа пересекается в структуре физического тела только в тех случаях, когда совпадают
как бы варианты выполнения. То есть вы поставили задачу, достаточно, может быть, давно, или там много лет, или десятилетия назад. Она сейчас выполняется, например, там, на уровне ноги, да, правой происходит взаимодействие с душой Бога, и вы видите процесс корреляции, то есть процесс обновления вашего физического тела. Когда вы такие корреляционные системы начинаете находить, вы можете видеть, что есть очень сильный ресурс для омолаживания организма за счет выполнения своих изначальных задач, именно тех, которые вы перед собой поставили и должны выполнить именно как личность. Это могут быть, естественно, задачи не только макро спасения, они у всех есть как типовые задачи, а есть личные задачи. Вот в чем они заключаются, зачем они вообще вам, почему они должны быть выполнены. Когда вы это видите и начинаете выполнять, ну опять же через макроспасение, то вы видите, что система обновления организма — это есть то, что можно назвать там поступью Бога. Да? Бог, наступающий на землю или идущий где-то, он же омолаживает, он же делает жизнеспособными все те системы, где он проходит. А его душа, которая как бы фиксирует в данной методологии его физическое тело, это есть путь, идущий от Бога к самому себе. То есть Бог также определяет свои собственные задачи, так же, как человек фактически, только у него задачи, например, там, более широкие. И когда вы видите систему самоопределения задачи и систему решения, то вот в решении задач, да, в сегментах решения, всегда существует присутствие Бога. Причем в целом проявлении, не только, например, души Бога, там есть дух Бога, там есть сознание Бога, и вы вполне можете, например, по личной воле увидеть, каким образом сознание Бога действует на вас. То есть ваше сознание в корреляции, то есть во взаимодействии сознания Бога может вполне рассмотреть процессы те, что человек реально вечен. То есть человек может быть, например, там, воскрешен, что он может не умирать, то есть сознание, относящееся к действию вечного развития. И ведь люди, которые, в общем-то, бывают в экстремальной ситуации, они очень четко убеждаются, что человек действительно может не умирать, например, в общем-то, в сверх каких-то, да, экстремальных ситуациях человек может выживать, но и человек может быть полностью восстановлен, то есть он может быть воскрешен. То есть это действие, в общем-то, одного порядка. Действие Бога в ситуационном проявлении, действие Бога, где вы видите Бога в виде, в общем-то, пути, показанного им. Если вы обращаете внимание на этот путь, вы, да, выживаете, например, то если вы обращаете путь на следующую систему, как бы на вечную систему, то вы действительно живете вечно. Ведь выбор пути, он практически однотипный. Вы при этом абсолютно здесь ничего нового не придумываете, ничего нового к себе не создаете. Всего лишь навсего вам надо выбрать путь и идти туда, где есть, например, вечное развитие. И, как я сказал, выбор пути не отличается от выбора в экстремальной ситуации. Если мы рассматриваем эту технологию по отношению к выбору как бы в спокойной, в системной, как бы, что ли, программе развития, да, причем той программе, именно которую вы сами заложили, то здесь получается, что ваш собственный выбор — это то, что вы видите как бесконечную величину. То есть, когда вы смотрите на некое бесконечное свойство, да, пространства времени, то вы видите, что это и есть ваше движение, например, в бесконечности. Вы вполне можете развиваться бесконечно, при этом ваше развитие, оно таково, что вы просто выбрали, например, в спокойном состоянии по характеристику бесконечной величины. Но ведь спокойное состояние само по себе — это часть бесконечности. Значит, это и есть бесконечная величина. Есть, значит, уровень, где вообще вот выбирать, в принципе, не обязательно. Надо просто находиться в том состоянии, в котором вы точно знаете, что вы, например, живете вечно. Для этого это состояние — это есть уровень, где ваше физическое тело распространено, например, в структуру действия по отношению к себе. То есть вот когда вы по отношению к себе действуете, предположим, восстанавливаете себя, решаете какие-то вопросы, это и есть бесконечный уровень развития, там, где действие сознательное. Получается, система самовосстановления, система управления там, другой реальностью, система, предположим, управления, идущая от вас по отношению там, к внешнему миру, это есть уровень, который практически таким образом реализован, что вы находитесь на правильном пути, когда вы постоянно решаете систему управления, идущую от себя по отношению к вечному развитию. И решаете в состоянии, в общем-то, покоя. Лучше не допускать экстремальных состояний по возможности.
Поэтому получается, что ваше нормальное, да, физиологическое состояние – это и есть норма вечного развития. Стоит лишь сознательно в определенное время, я не говорю, что это нужно делать постоянно или всегда, но, по крайней мере, в тот момент, когда нужно для восстановления здоровья, или же какие-то экстремальные ситуации, применять эту систему саморегенерации, самоконтроля, самовосстановления, и вы увидите, что уровень, ну, в общем-то, вашего опыта, когда вы набираете уровень до определенного, что ли, статуса, конечно, приведет к тому, что вам придется решать больше задач каких-то, или бытовых, или по макроспасению, но в том числе вы будете видеть, что каждая следующая задача, она такова, что по сути-то, раз вы решили все предшествующие, например, вы себя восстановили или сделали какое-то управление по макроспасению, значит, вы имеете ресурсы и имеете возможность. Почему я всегда рекомендую больше практиковать в плане все-таки получения результата, именно конкретного результата там, по своим, например, личным задачам. Тогда получается, что следующий уровень, он уже более обусловлен. Ведь в вечном развитии понятием, ну, как бы жесткой диагностики того, что человек, вот, например, там, прожил вечно, такого нет. Человек может точно знать, что он может вечно жить, если он способен решать все текущие ситуации, и механизм его познания, знаний вот таков, что он точно знает, что он, например, вечно живет. Потому что ну, он может, в принципе, прожить там, огромное количество лет, например, там, миллиарды, но вот миллиарды и плюс 1 секунда. Есть ли уверенность у человека, что он там следующую секунду, да, нормально проживает? То здесь вот есть нюансы, связанные именно с структурой выработки диагностического механизма управления. Когда человек уверен в своих возможностях, тогда получается, что с точки зрения технологии именно взаимодействия с душой Бога, здесь прежде всего надо выявить в душе Бога структуру вечности по отношению к физическому телу Бога. То есть если душа Бога создает тело человека, то, соответственно, душа Бога, только фиксируя физическое тело единого Бога, создает норму его событий. Поэтому выделите в своем именно физическом теле тот уровень, когда вы сможете очень четко сказать про себя, что если вы сконцентрируетесь на этом уровне, то вы будете здоровы, и при этом точно не будет никаких проблем, например, с точки зрения вашей жизни. Вы знаете, как жить вечно фактически. Ну, например, вы это знаете сейчас, но к этому вы будете стремиться технологически. Пусть это будет, предложим, уровень сердца. И вот засветите от уровня сердца весь организм свой, как бы некой такой ясной, светлой оптикой вечной жизни, именно структура вечной жизни. И постарайтесь, чтобы эта вечная жизнь была у вас там внутри, именно жестко внутри физического тела. А уже ваше светящееся тело давало вечную жизнь другим. То есть вот очень четкие критерии. Сердце делает вас вечным внутри, как бы, да, тела, а уже свет, идущий как следствие, который вы, в общем-то, можете не контролировать, он делает вечными других. И сделайте сейчас это управление, я буду делать вместе с вами, для того, чтобы получить конкретный результат сейчас по решению своих задач через макроспасение. При этом постарайтесь решать самые сложные задачи. То есть данная технология такова, что по возможности решайте задачи сейчас самые сложные и решайте их реально. То есть задача реального решения, это значит, вы продолжаете свечение. То есть я, например, продолжаю лекционный материал, а вы стараетесь постоянно засвечивать вот именно структурой вечной жизни свое физическое тело. Именно в 2 уровня. А дальше вы переходите уже на 3-й уровень, когда вы передали свечение другому человеку, он его фактически или отразил, да, или частично принял, не суть важно. Даже если вы свечение передали и пошло отражение, ну, просто по оптическим законам, то принятое отражение кем-либо все равно даст этому человеку столько же, сколько если бы он сделал сам. Например, почему Бог может дать один импульс, а дальше все развивается в структуре именно вечного развития, по сути. Потому что структура именно
в общем-то, такого пролонгированного как бы света, структура взаимоотражения, это есть структура вечности, выраженного в виде света жизни. То есть найдите именно свечение жизни, где свечение это и есть жизнь бесконечная. Старайтесь в сознании выделить этот сегмент. Не просто, например, там, жизнь или какие-то бытовые вопросы, это само собой. Выделите в своем сознании сегмент, где жизнь бесконечна. И вы увидите, что это и есть структура, откуда растет ваше сознание. То есть фактически вы все время ходите по структуре бесконечной жизни, и вот эти вот как бы, иногда они как бы фронтальные, растущие в виде часто сфер, оптические системы, это есть уровень вечного развития. И когда вы входите в эту структуру, вы увидите, что, например, планетарная система, которая сейчас находится вокруг Солнца, это есть структура этого же развития сознания. То есть ваше сознание формирует эти системы для того, чтобы вы могли развиваться вечно. Когда вы свяжете эти понятия, то увидите, что решение, например, вопросов, да, ваших, если оно требуется экстремально быстрое, то оно обязательно может решиться, стоит только вам познать систему взаимосвязи как бы на отдалении. Например, если поставить вопрос, как связаны там отдаленные планеты, там Юпитер, предположим, с Сатурном или там с Солнцем, да, мы называем звездой Солнце. Когда мы начинаем думать об этих процессах, то идет восстановление организма в плане значит, действия как бы в пролонгированную систему знания. То есть мы же не можем там, пощупать, предположим, там, какой-то кусочек Солнца, да, рукой, например, но мы можем это осознать сознанием. Когда мы понимаем, что сознанием мы можем сделать больше, идет восстановление организма. Также, когда мы понимаем, что для того, чтобы достичь знаний таких, каких именно мы хотим, или какие дал Бог по отношению к вечному развитию, то достаточно просто развить свое сознание в уровень бесконечности, то есть постараться понять структуру следующего развития. То есть, например, рассмотрим звездное небо и зададимся вопросом, хорошо, за оптическим, предположим, спектром, что дальше? Что вообще там, в принципе? Вот сам вопрос, сама постановка вопроса, это есть развитие с точки зрения восстановления организма. Вот есть совершенно конкретные тренинги, позволяющие восстановить организм с точки зрения именно макро взаимодействия человека, и при этом мы можем рассмотреть, что взаимодействие именно с душой Бога в данном случае это и есть здоровье человека. То есть просто выделить взаимодействие в плане постановочного уровня, то есть ставить вопросы, и второе, постараться суметь на этот вопрос ответить так, как если бы душа Бога присутствовала явно, то есть вы могли бы выделить, в общем-то, тогда, когда вы захотите. То есть, например, если вы имеете внешнее, да, управление по отношению к вам, и это управление, ну, некое событие, это есть, в общем-то, синтез или, там, например, локализация в оптическом диапазоне всех внешних событий мира, то получается, что событие управляемо через любую структуру мира. То есть, если вы, например, там, едете на рыбалку или идете там, в магазин, то достаточно выйти в случае рыбалки, да, через какую-то травинку возле рыбалки, повлиять на там, значит, вариант, да, там, рыбной ловли, то в случае, если вы идете в магазин, достаточно не саму вещь видеть, а, в общем-то, сам магазин или путь, да, там, например, тротуар. То есть влияние возможно через любую структуру. Достаточно только эту структуру расшифровать, рассмотреть, как вы можете повлиять на события. Тогда получается, что, исходя из этого, когда вы хотите иметь здоровое физическое тело, которое, например, ходит, да, в нужных направлениях или, например, читает газету, не суть важно, но просто, когда вы хотите иметь здоровье, вы должны определить с этой позиции структуру своего физического тела. То есть постараться понять, каким образом ваше физическое тело должно взаимодействовать в каждом конкретном случае, в конкретном физическом пространстве. Когда вы этот уровень уже понимаете, то есть вы видите, что ваше физическое тело взаимодействует правильно, то есть без каких-либо там жестких ситуаций, то вы видите, что вы придаете практически телу духовное зрение, то есть
тело начинает видеть духом. И когда вы начинаете смотреть дальше, то вы видите, что ваша душа – это есть четкий путь вашего физического тела. Если вот задастся вопросом, откуда вообще берется мысль у человека куда-то пойти или что-то сделать, так вот, это есть абсолютно точное знание души по отношению к физическому телу. То есть человек фактически все время обращается к своей душе и берет эти знания, формирует мысль. То есть мысль сформирована – это и взаимодействие души человека и души Бога фактически. А физическое тело человека и физическое тело единого Бога – это есть тот путь, который они создают совместно. Ведь получается, что физическое тело человека – это все-таки это есть возможность действия, возможность что-то создать на физическом уровне. И поэтому проявленные системы, когда мы говорим, что время, например, действия Бога по отношению к любому событию, оно одно и то же, то получается, что если человек действует по аналогии с физическим телом единого Бога, то вполне здесь может быть элемент такого управления, что вы получите результат, сопоставимый именно с вечным развитием. А значит, вы можете вечно развиваться, как следствие, логическое следствие. То, что я сказал, это, в общем-то, просто логический уровень неких позиций первичного управления, именно практического управления. То есть, например, чтобы не взорвалось АЭС, для этого нужно сделать какие-то действия, и анализ этих действий приводит к тому, что положение дел, например, такое, о котором сейчас я сказал. Или, например, я делаю диагностику самолета, где перевозятся там ядерные боеголовки, и самолет не падает, но, предположим, были какие-то прецеденты, что была возможность, да, падения, тогда, получается, я же должен какие-то законы знать, чтобы не было такой катастрофы. Тогда, получается, эти законы выражаются в знании взаимодействия вот этих оптических структур, например, душа Бога, душа человека, или физически там выявленных структур, там, физическое тело, например, Бога. А когда мы рассматриваем физическое тело человека, то это образ и подобие Божьего тела, то есть там как бы вроде бы особых отличий не должно быть в плане именно поведения этих тел. Но когда вы смотрите на стратегический путь развития, то увидите отличие именно вечности любого сегмента тела Бога, физического тела Бога. И когда вы рассматриваете его душу, то душа, фиксирующая его где-то в пространстве, это есть душа, строящая ваше тело. Здесь видно, что одномоментный, например, уровень для Бога – это есть вечный уровень для вас. То есть одна фиксация Бога, например, в бесконечности дает вечное развитие вам. То есть получается, что это как бы оптический некий принцип своеобразных весов. Достаточно зафиксировать в сознании два момента. Душа Бога, фиксирующая физическое тело единого Бога, то есть понять, как душа Бога видит, как бы, да, в кавычках, может быть, даже видит, а если по сущности реально видит вашими глазами физическое тело, например, единого Бога. Как только вы фиксируете эту ситуацию и видите, что душа Бога одновременно строит ваше физическое тело, то получается, что душа Бога – это есть конструкция, которая строит и физическое тело человека, и физическое тело Бога. А Бог, как личность, строит саму душу. Получается, что личностный фактор, он выше, нежели фактор следственный, то есть в том числе фактор материальный, фактор физического тела. Когда вы увидите этот следственный фактор фактически в совокупности взаимодействия, вы увидите, что личность, которая неразрушима, душа, которая вечна, может создавать вечное физическое тело. Ваше, в том числе, физическое тело. Дело в том, что есть такие позиции, что ваша душа может создавать, в общем-то, здоровье, да, например, другим людям, может давать управление по вечному развитию другим людям, но при этом относится ли это к вам, это уже другой вопрос, это специальный вопрос. Это к вам по сути относится, от Бога, вы так устроены, но когда вы начинаете технологически действовать, то получается, что отношение к себе, то есть формирование отношения к себе – это специальная процедура вечного развития. Ведь человек, который выработал отношение к себе, направленное на стремление к вечному развитию, это уже достаточно много, часто это вообще решение вопроса. Но если он, например, это делает, предположим, нерегулярно, или он считает, что данная технология дана, например, для разового применения или для разового воздействия, пусть даже длительного по периоду, то все равно, значит, он не рассматривает своей гармоничной сути по отношению к Богу.
то есть своей именно личной задачи, то есть он, значит, не рассмотрел своего как бы личного, что ли, счастья в данном действии. Получается, вот именно порядок счастья, порядок выявления как бы структуры собственного события, как радостной структуры, как структуры, приносящей именно вам радость, лично вам. Это и специальная задача личности. То есть по возможности выявляете в структуре управления то, что вам даст именно возможность вечного развития, потому что вы сами так хотите. Ну, предположим, если задаться вопросом, там, а зачем вы этого хотите, то есть для чего вам это нужно? Тогда ответ, кстати, очень здесь простой. Чтобы срегенерировать одну даже клетку, например, там, в час, нужно настроиться, например, там, на 1 000 000 лет. То есть взять весовые именно характеристики света, то есть взять фотоны, сколько они весят, да, каждый в отдельности, и посмотреть вес клетки. Вот примерно получается 1 000 000 лет. То есть чтобы суметь управлять этой ситуацией, нужно уметь просто-навсего всегда выводить свои понятийные как бы системы на уровень, в общем-то, как бы реальных действий. Получается, что когда Бог дает управление, идущее от именно уровня вечности, то в данном случае это есть материальный как бы аналог весовых систем мира, то есть именно количественных систем мира, когда мы можем просто даже замерить, какое количество нужно рассмотреть процессов в виде фотонов, чтобы получить одну материальную клетку. Даже причем в виде тех как бы фотонов, которые мы диагностируем за счет структуры сознания, а не тех, которые, может быть, за счет просто света обычного физического. И когда вы начинаете это видеть, получается, что необходимость все-таки вечного развития — это есть все-таки реальность решения задач. Ну, например, там, в моей практике управления есть данные, что можно срегенерировать орган, то есть восстановить, например, да, орган, который был, предположим, удален. В условиях, когда тот же хирург, который удалял, он потом фиксирует, что да, он, например, да, восстановился. Хотя вроде бы человек не должен регенерироваться. Тем не менее, у меня есть в практике такие конкретные данные, что это можно сделать. Так вот, в этом случае нужно делать так, как делает Бог. То есть, ведь Бог создал органы, получается, что Он делает это бесконечным уровнем, изначально бесконечным. Значит, свойства вашего сознания должны быть таковы, что они изначально бесконечны. При этом я не говорю, что сознание должно быть какое-то особенное. Понятие свойства сознания — это, кстати, не расширение сознания там, и не какое-то другое там, какое-то сложное понятие. Это просто-навсего ориентация на то, что данный эффект достижим, когда вы, в общем-то, как личность, заложили возможность этого действия и заложили практически функцию управления через это действие. То есть через другое действие функция управления просто не реализовывается. Например, можно долго очень стараться построить орган какими-то другими методами, но когда вы не будете делать точно так, как делает Бог, при этом для данного человека имеется в виду, и насколько вы это перенесете на другого человека, это уже другой вопрос, это вопрос системности управления. А вот чтобы в данном случае сделать управление, то получается, что стоит задача все равно суметь перенести на другого, все равно задача перед вами стоит. Вот стоит только вам один раз сделать регенерацию, на вас будет стоять и как бы висеть, что ли, так скажем, да, в хорошем смысле слова, задачу. Это делать по возможности всем, кто будет встречаться на вашем пути. Тогда получается, что, ну, в случае, если, конечно, есть прецедент, да, есть необходимость, когда вы начинаете таким образом рассматривать позицию мира, то возникает, в общем-то, задача достаточно простая. По сути, как бы человеческая задача. Есть возможность макроуничтожения. Как человек, как личность, вы должны преодолеть это, естественно, там просто другого выхода же нет, другого варианта. То есть это просто обычно адекватная реакция на реальность. Второй вариант, чтобы это преодолеть, значит, надо что-то делать самостоятельно. И когда вы начинаете практиковать, там, доказывать за счет, предположим, там, омоложения, за счет восстановления, воскрешений и, в общем-то, каких-то других элементов, где показано, что дух и душа — это есть те уровни, которые способны восстановить, например, да, здоровье, которые способны, в общем-то, радикально изменить, в том числе реально, в сторону вечного развития, в сторону вообще решения ваших задач, то получается, что вы вполне увидите, что ваша личная задача, вот сформированная задача управления, обязательного управления, направленная на то, чтобы вы логически ее решали. Даже не надо каких-то особых критериев там, убеждений или, там, предложим, лозунгов.
Есть очень простые задачи, которые нельзя решить по-другому. Как, например, продиагностировать самолет, который везет ну, некий там проблемный вариант, да, пусть даже любой, пусть даже пассажиров. Как его продиагностировать, если не обладать возможностью видеть самолет на расстоянии, или там атомную электростанцию. Если какой-то проблемный груз, как сделать, чтобы он был не проблемным, сам груз? Или же, если это вообще какой-то регион или там часть планеты, тогда как сделать так, чтобы этот регион или часть планеты сохранились? Или вообще вся планета? Ведь возможно же внешние какие-то макротела. Человек должен реально жить вечно, то есть он вполне может, например, да, логически ожидать какого-то внешнего воздействия, поэтому он должен уметь это преодолеть. Когда вы начинаете думать, в общем-то, ну, достаточно практично, просто-навсего это практический уровень мышления, то получается, что выработка ваших собственных ресурсов – это ну, такой, может быть, иногда поэтапный, иногда это мгновенный, часто путь развития вашего личного собственного, через там, преодоление каких-то недугов, через решение каких-то личных задач. Но, тем не менее, я считаю, что это все-таки путь, он не декларативный, то есть он существующий в вашей душе. Это изначально есть состояние души, это изначально Богом данное состояние, и это есть то, что вы можете сделать. Самое главное, что это тот уровень, который говорит о том, что вы это можете сделать. Стоит только на это обратить внимание. Ведь в системе управления, вот по моему учению, можно всегда выйти на управляющий, как бы даже оптический уровень, просто обычный оптический, где есть решение вопросов любого управления фактически. Стоит только выйти, да. Ну, там есть разница, либо пойти, продолжим, в кино, либо потратить 2,5 часа и все-таки выйти на этот уровень. Или, ладно, можно пойти в кино и, находясь там, этот уровень найти. Как бы здесь возникает, что задача личности – это, в общем-то, задача решения вопроса личности в условиях, в принципе, любых. Не обязательно ходить в кино. И поэтому, когда вы видите систему управления, идущую, например, от вас, ну, предположим, если вы все-таки хотите, идите в кино, но главное, надо здесь все-таки думать, что все равно кинотеатр существует, пока есть, да, например, цивилизация и планета. Поэтому, когда я рассматриваю все-таки свою систему управления, я всегда говорю, что сначала сделайте макроуправление, помогите другим, увидите, что вы получаете существенно больше для себя. Когда вы увидите, что, в общем-то, вы получаете существенно больше, потому что вы имеете вот этот как бы своеобразный, что ли, уровень макроспасения, направленный все равно все-таки через всех к вам, вы видите, что ваше личное обучение, то есть, например, вы сделали макроуправление и направили обучение к себе, то, чему вы научились, это все-таки система, по сути, обучения все равно всех, потому что ваше свечение, оно дает обучение практически все равно всем людям, которые обучились сначала через макроуправление, потом через ваш личный опыт. Поэтому следующий уровень саморегенерации, значит, по отношению, например, к другому органу, это есть уровень следующий. Если вы засвечиваете свое собственное сердце светом, например, вечной жизни, вечного развития, то проследите, как отражается свет внутри вашего организма. И вы увидите, что отражение, оно практически строит ваш внутренний уровень, то есть фактически внутренние органы организма. Поэтому продиагностировать органы можно элементарно, засветив один импульс там, в районе сердца, не суть важно, можно в другом месте. Просто со стороны сердца проще контролировать развитие этого импульса. И пройдясь как бы по этому свету, вы очень просто обнаружите все состояние своего организма и выведя это состояние в пространство души Бога, в пространство управления, где вы набираетесь, например, личной методологии, а пространство души Бога может находиться внутри вас, то есть там, где находится ваша собственная душа. И когда вы видите это пересечение, вы видите, что ваша собственная душа – это достаточно мощный уровень познания, то есть это тот, в общем-то, генератор знания, генератор, если можно так выразиться, там, энергии, например, генератор неких действий, который практически очень плотно связан с понятием таким, как ваше собственное тело. Иногда это вообще одно, потому что физическое тело человека – это в том числе часть души. И когда вы видите вот эти связи, там, где душа строит ваше тело, там, где ваше сознание строит тело, вы вполне видите, что человек может преодолеть ситуацию, например,
то есть сделать управление, идущее от него, предположим, там, в бесконечное развитие, и при этом он вполне может увидеть, что управление, которое он получает, человек, от этого, это есть его собственное обучение на следующий уровень жизни. То есть чем больше вы управляете, тем больше вы сможете практически в будущем иметь уже такого контролируемого, в общем-то, уровня управления. И когда вы вот этот уровень управления берете и начинаете как бы раздавать другим, то есть показывать, что это достижимо, то, в принципе, вы видите, что тогда уже точно ваше управление, реализованное в том числе для всех других, оно точно приведет к тому, что вы можете жить вечно. То есть основная задача – это, стремлясь, в общем-то, к вечной жизни, стараться достигать реальных технологий вечного развития, вечной жизни, при этом таким образом, чтобы вы видели, что данное стремление – это есть не только ваш путь, но и путь души Бога. В принципе, это есть путь самого Бога. Когда вы видите, как действует Бог, вы действуете по аналогии. Дело в том, что сейчас я, вот, например, показал в сегодняшнем семинаре достаточно много систем внешнего управления, то есть, например, словами я показывал одну сторону управления, за счет как бы личного, да, оптического управления я иногда делал, в общем-то, другие характеристики управления, идущие на восстановление вашего здоровья или там, на улучшение, да, событий жизни. Задача это все суметь изучить по возможности как можно быстрее, потому что сегодняшняя лекция, вообще говоря, семинар, где в понятие семинар входит, что и вы работали, когда я вам сказал, и в момент, когда я вел именно лекционный курс. Постарайтесь таким образом совместить понятие души Бога, души человека, физического тела человека, чтобы тело было здоровым, физическое тело человека. Но когда вы поставите вопрос, чтобы физическое тело Бога было здоровым, вы тогда получите, соответственно, еще больше здоровья. То есть старайтесь работать с понятиями тела Бога, тела человека, например, душа человека, да, или душа Бога, как с понятиями познания мира. То есть когда вы реально понимаете ситуацию, потому что вы ее знаете, ну, то есть как бы так называемое мягкое или прозрачное знание. То есть знание, идущее со стороны к вам, к вашему физическому телу, знание здоровья. То есть старайтесь эту волну ощутить, то есть реально проработать, срегенерировать тело, если нужно, да, построить управляющие события. И, на мой взгляд, как я уже сказал, так как в данном случае всегда Бог дает выбор личности, это всего лишь навсего именно, ну, как бы возможность этого выбора, и в область именно души Бога вы эту возможность сейчас имеете, вот выбора своего развития в область структуры души Бога, как душа Бога восстанавливает физическое тело человека. Когда вы, например, данный процесс как методологию рассмотрите и реализуете, например, да, в своих личных задачах, по данной технологии, по возможности, как бы быстро реализовав технологии, по возможности старайтесь их как можно быстрее передать. Может быть, не явно или явно, но за счет просто там свечения тела. Вы же знаете, что, например, ну, святые, предположим, те, кто набрал именно уровня управления оптического много, да, за счет там каких-то благоприятных действий, они излучают свет, который восстанавливает. И сами они находятся в более, да, лучших, например, условиях, часто по отношению к обычному уровню, где нет, например, оптического управления. В данном случае, если вы спасаете от там, глобального взрыва какой-то объект, все равно вы же делаете просветленную с точки зрения Бога работу, да? Вы даете свечение, которое может быть не в виде оптического свечения исходит от вас, а в виде, например, знания. Также можно восстановиться, то есть вылечить какое-то себе заболевание, и данный опыт это и есть также свечение для всех. То есть данный опыт пространства информации, он сохраняется, он Богом дается всем сразу. И поэтому старайтесь рассмотреть свою собственную деятельность, свои собственные результаты как именно миссию по всеобщему спасению. Старайтесь увидеть вот этот фундаментальный смысл текущего уровня реальности. Ведь сейчас реально нужно сделать так, чтобы не было возможного глобального уничтожения. И, естественно, если это может сделать, да, один человек, тогда он может спасти всех. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо за внимание.